Знаете, у меня впервые появилось чувство, что игра вроде мне реально понравилась. Но с другой стороны, вообще что-то не то. Обо всем, разумеется, расскажу по порядку. С вами Наригелбит и довольно любопытный эксперимент Sonic Lost World. Мы начинаем. Sonic Lost World – видеоигра серии Sonic the Hedgehog в жанре платформер с элементами экшен-адвенчер, разработанная студиями Sonic Team и DIMS для игровых приставок Wii U и Nintendo 3DS. Игра была издана компаниями Sega и Nintendo в октябре 2014 года. Игровой процесс аналогичен предыдущим играм серии. Сонику нужно пройти уровень, собирая по пути кольца и уничтожая врагов на своем пути. Отличительной чертой Sonic Lost World является система паркура, которая позволяет персонажу прыгать по стенам. Из Sonic Colors вернулись инопланетные существа Виспы, расширяющие способности Соника. Разработка Sonic Lost World началась первоначально для персональных компьютеров в 2011 году, но после анонса Wii U все наработки перенесли на консоль фирмы Nintendo. Тем не менее, 2 ноября 2015 года игра вышла на Windows и стала доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam. После выхода игра получила смешанные отзывы от критиков из-за большой схожести с Super Mario Galaxy. Я в Super Mario Galaxy не играл, поэтому мы не будем сравнивать эти две игры. Ну и традиционно давайте поговорим про сюжет. Действие игры происходит на острове Лос-Хекс. Главный герой игры Ёж Соник собирается остановить группу существ под названием Смертельная Шестерка, которая хочет высосать всю энергию своей планеты и с ее помощью установить власть над миром. Помогает Ёжу его лучший друг Лисенок Тейлз, а также главный враг Доктор Эггман. В отличие от Sonic Colors и Sonic Generations, в Sonic Lost World сюжета больше. Лично для меня сюжет очень даже простой. Но есть в нем то, что вы редко можете встретить. А именно я говорю о том, что Соник и Эггман объединяются. Но согласитесь, что это круто. Последний раз такое было в Sonic Adventure 2. Только там это ближе к концу игры было, а здесь почти с самого начала. В начале Соник и Тейлз будут спасать зверушек, которых схватил Эггман и посадил в капсулу. Потом нас познакомят со Смертельной Шестеркой, которая мне не нравится. Объясняю. Sonic Team такие: «Эй, а может сделаем зловещую шестерку, как у Человека-паука?» «Да, давайте, только надо придумать другое название». Как насчет Смертельная Шестерка? О, да, звучит круто. Черного персонажа, который мне больше всех понравится, будет появляться в следующих играх. Ну, как-то так. Кстати говоря, нам почему-то поначалу буду скрывать 3 персонажей в тени. Видимо, для того, чтобы мы не догадались, как они выглядят. Хотя на обложке игры всех персонажей видно, и мы можем догадаться по их силуэтам, кто из них как выглядит. Ладно, проехали. Еще мы узнаем о том, что Эггман управляет Смертельной Шестеркой благодаря волшебному горну. Потом Соник сражается с некоторыми врагами Смертельной Шестерки. После этого Соник с Тейлзом узнают, как Эггман управляет новыми злодеями, и Синий Ёжик избавляет злого ученого от волшебного горна. Смертельная Шестерка, разумеется, перестает слушаться Эггмана. Ну и все, с тех пор Соник объединился со своим главным врагом. Мне, в принципе, понравился этот союз, да и помимо всего этого, в игре нам раскрывает Эггмана не только как злого ученого, который хочет захватить мир, но и как персонажа, который может пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти своего главного врага. Но это мы обсудим попозже. Но держите эту мысль в голове. Ну, все как по старинке. Соник, Тейлз, Эггман, Орбот, Кубот и даже Эми с Наклзом. Они по сюжету будут охранять свой мир, пока Соник с Тейлзом на Лос-Хекс.
И лично меня это порадовало, что о других персонажах не забыли и даже объяснили, где и по какой причине они находятся, в отличие от Sonic Colors. Единственное замечание, где Shadow, Rouge и Омега. Про других персонажей не буду спрашивать, ведь вот эта троица, Shadow, Rouge, Омега, они созданы для того, чтобы отправляться на какие-нибудь задания. Мне только одно объяснение приходит в голову, а именно Shadow, Rouge и Омега на каком-то очень важном задании. Но помимо знакомых нам персонажей появились новые. Завок, лидер смертельной шестерки, также появлялся в других играх про Соника, которые вышли позже. Мне о нем особо нечего сказать, ведь о нем мало известно. Но все равно пихают во все возможные игры, начиная с 2013 года. Зас был первым членом шестерки, с которым Соник столкнулся на Винди Хилл. Зас довольно-таки непредсказуем, что дает ему некое преимущество в бою. Противник никогда не знает, каким будет его следующий шаг. Обожает беспричинную жестокость и все разрушать. Он, как и все Зети, умеет манипулировать электромагнитными полями. Также у него в арсенале имеется механическая луна, которую он может использовать в качестве метательного снаряда. Боролись? Не, он вломил мне планеты, а колдун с Бликер-стрит запорол нам торг. Вот как все это было, не борьба, его не побороть. Сама же луна может стрелять небольшими снарядами, напоминающими по форме звезды. Зомом, член шестерки, готовый сделать все ради еды. С ним Соник сталкивается в Desert Ruins. Единственное, о чем думает Зомом — еда. Его постоянно можно найти жующим что-то или с каким-нибудь продуктом в руках. Сделает все возможное, чтобы получить еду. Также у него в арсенале имеется механическая голова, стреляющая колючими шарами, лазерами или извергающая множество огненных шаров. Сам же Зомом может быстро вращаться, превращаясь в подобие торнадо. При приземлении на землю после прыжка он может создать небольшое землетрясение, обездвиживающее противника. Также, судя по всему, умеет перемещаться под землей, подобно Наклзу. Мастер Зик, основатель смертоносной шестерки, с которым Соник сталкивается на Tropical Coast. Мастер Зик является воплощением мудрости шестерки. Он очень мудр, что делает его опасным противником. Несмотря на свой возраст, Мастер Зик очень опасен в бою. Его ум и навыки позволяют ему побеждать противников, превосходящих его по силе. Мастер Зик даже очень ловок для своего возраста. Кроме того, он, видимо, умеет манипулировать фруктами и создавать небольшие энергетические снаряды из своего посоха. Зор. Постоянно подавленное, угрюмое и грубое существо, которое очень трудно вывести из обычного депрессивного состояния. Он часто жалуется на бессмысленность всего и всегда имеет низкие ожидания. Это убеждение также придает ему суицидальный настрой, учитывая, что однажды он воскликнул, что жаждет холодных объятий смерти. Зина – единственная Зети женского пола, которая является членом смертоносной шестерки. Она дерзкая, хладнокровная и жестокая личность, которой не хватает собственной инициативы. Зина очень эгоистична и безразлична ко всем и всему, предпочитая больше заботиться о своей внешности, уделяя себе почти все свободное время. Даже несмотря на текущие проблемы, она вряд ли будет заботиться или успокоиться о ком-то еще, кроме себя. Несмотря на это, ее можно убедить в обратном. Это можно заметить только в тех случаях, когда Зина получает комплименты. Например, момент, когда она согласилась сразиться с Соником после того, как Завок похвалил ее ум и способности. Вопреки всему этому, Зина очень серьезно подходит к делу и выполнит поставленные перед ней задачи. Ну, мне эти новые персонажи не нравятся, но если говорить, кто из них самый адекватный, то это Завок. Он самый серьезный, сильный, умный, да и вообще он лидер команды. Ну и может быть Зина нормальная из ее внешности, но Руж ей не переплюнуть. Но персонажей мы вроде как обсудили, так что давайте перейдем к следующему пункту. Ну, лично мне геймплей зашел. Ну, это если отбросить то, что это игра про Соника. То есть я хочу сказать, что из всех игр про Соника именно здесь геймплей отличается.
И это не совсем хорошо и привычно для игры по вселенной Соника. Но если вы просто хотите поиграть в хороший платформер, то эта игра для вас. Но есть два минуса. Во-первых, схожесть с Super Mario Galaxy. Во-вторых, этот геймплей не для людей с плохим вестибулярным аппаратом. Нет, ну вы сами посмотрите. А у меня хороший вестибулярный аппарат, так что лично для меня никаких проблем не было. Кстати, в этой игре нет буста, как Sonic Unleashed, Colors, Generations, Forces. Есть вместо этого есть Spin Dash. Да, они вернули его. Это было такое событие, что можно было и порадоваться на тот момент времени, когда игра вышла. Ведь Spin Dash не было со времен Соника 2006. Но у этого все равно есть минус. Понимаете, когда Соник делает Spin Dash, он сворачивается в клубок формы овала, но под углом. А здесь он идеально круглый. То есть Соник здесь сворачивается не в клубок, а в идеальный шар. И это грустно. Еще бы я хотел сказать три вещи. Во-первых, геймплей будет иногда сменяться с 3D на 2D. Во-вторых, если вы не сможете пройти какой-то момент, и у вас остается 0 жизней, то он предоставит возможность воспользоваться специальной капсулой с ветром внутри, чтобы телепортироваться на следующий чекпоинт. Ну и в-третьих, уровни с обратным отсчетом. То есть вам, например, дают 600 секунд на прохождение всего уровня, и время будет постепенно заканчиваться. Короче говоря, если в предыдущих и следующих играх про Соника у вас был таймер, который начинался с нуля, и это было сделано, чтобы вы могли узнать, насколько вы быстро прошли уровень, то в этой игре все по-другому. Поэтому вам нельзя тупить, и лично меня это не обрадовало. Конечно, вы скажете, что там нет обратного счета, потому что ты в своем же видео-то показал. Но поверьте, таймер, который вы видите сейчас... То, что вы сейчас видите на экране, это просто режим на время, а не обычный режим. Но извольте я перейду к следующему пункту. Ну, первое, о чем я хотел сказать, так это о рестарте уровня. Дело в том, что его нету. Да, прикиньте, разработчики настолько заморочились, в кавычках, что даже не добавили рестарт. Я извиняюсь, но как так можно было обосраться? Ну а еще для того, чтобы попасть на следующий уровень, надо открывать капсулы со зверушками, которые вы найдете в уровне. Напоминает что-то, не находите? Ну лично у меня не было проблем попасть на следующий уровень, потому что зверей не хватает. У меня их всегда было достаточное количество, поэтому я думаю, что у вас не должно возникнуть с этим проблем. Ладно, мы пришли уровни обсудить. Так что у нас там идет первым? Нет. Нет! Снова Green Hill! Нет. Ну вы серьезно? Опять? Или Sonic Team такие? Нет, ну у нас вариантов нет вообще больше. А придумать ничего нового мы не можем. Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? Снова ко мне. Ладно, короче, мы проходим Green Hill, но в этой игре его называют Windy Hill. Потом у нас Desert Ruins. Я вам говорил, что не люблю пустыни. Но несмотря на название зоны, почему-то после пустыни идут джунгли. А потом... Что это? Что это за наркомания? Все какое-то радужное, кругом пончики и тому подобное. Разработчики определенно что-то принимали, когда делали эту игру. После этого идет зона под названием Tropical Coast. Она напомнила мне первый Adventure. Ностальгия. Потом начинается Frozen Factory Zone. Мне эта зона понравилась, так как снежные уровни в играх про Соника всегда очень красивые и запоминающиеся. Но опять же, несмотря на название зоны, здесь почему-то появляется уровень с казино. Рот этого казино, Причем здесь вообще это... Казино и зима — это две разные вещи. После этого начинается зона под названием Silent Forest. Но это просто джунгли. Мне про них особо нечего сказать. Потом мы попадаем в Sky Road Zone. Стоп. Да блин.
снова Green Hill. За что? Так, ладно, надо успокоиться. Осталась одна зона. Надеюсь, они ее не испортят. Последняя зона называется Lava Mountain. Мне она напомнила Lava Reef из Sonic and Knuckles. А еще Red Mountain из Sonic Adventure. Ну и немного Eggman Land из Sonic Unleashed. Да, это, конечно, странное сравнение, но лично мне этот уровень напомнил Eggman Land, потому что он непростой и, пожалуй, самый длинный. Ну, с уровнями мы закончили. Теперь давайте перейдем к следующему пункту. Знаете, в ролике про Sonic Colors я говорил, что мне ни одна мелодия не понравилась. Ну так вот, есть дела обстоят еще хуже. Дело в том, что музыка однообразно звучит. Вначале я бы хотел обсудить главную тему игры. Она чем-то напоминает обычную музыку 80-х, когда, например, какой-нибудь маленький мальчик идет первый раз в школу. Вот примерно так звучит эта мелодия. Теперь давайте поговорим про мелодию из первого уровня. Она звучит просто как переделанная версия главной темы игры. Дальше я бы хотел с вами обсудить мелодию смертельной шестерки. Она, если что, будет почти все время появляться, когда начинается битва с боссом. Ну, во-первых, она звучит как египетская мелодия. Египетская сила. Во-вторых, она будет вас раздражать при каждом своем появлении. Что-то мне это напоминает. Дальше я бы хотел обсудить мелодии, которые мне больше всех запомнились. Начнем с хороших. Frozen Factory звучит очень по-рождественному, и мне это в принципе нравится. Но самая моя любимая запоминающаяся мелодия — это Lava Mountain Zone Act 2. Эта мелодия настолько красивая и спокойная, что у меня даже нет слов. Просто можно лайк поставить за такую атмосферную музыку. Но осталась только одна мелодия, которая застряла у меня в голове. А именно... Lava Mountain Zone Act 3. Эта мелодия звучит зловеще и напрягающе. И знаете, что я вам скажу? Эта музыка подходит идеально к Eggman Land и Sonic Unleashed.
Я не знаю, как так получилось, но она реально была будто создана для Eggman Land. Но это все, что я хотел сказать про музыку в игре. Извольте перейти к следующему пункту. К боссам, на удивление, претензий нет. Они все очень интересные и простые, кроме Завока. Но в любом случае, это было весело. Вы уж извините, но заострять внимание на каждой битве я не буду, потому что обсуждать особо нечего. Ну, кроме финального. Он прикольный, но все равно действует практически по той же схеме, как и в последних играх. Да, и кстати, помните, я говорил о том, что Эгман пожертвует своей жизнью ради Соника? Ну так вот, Эгман выжил. Ну это было довольно предсказуемо, но я даже поверил вначале. Теперь извольте... Ах да, забыл. Сейчас мы спросим кое у кого мнение об этой игре. Какое у вас мнение о Sonic Lost World? Отношение к Lost World у меня нейтральное на данный момент. Игра мне кажется интересной, наверное, своим геймплеем. Сюжет, в принципе, средний, даже можно сказать, ниже чуть-чуть среднего. Да, меня сюжет не очень сильно заинтересовал. Какой-то он неинтересный, в общем, какой-то сюжет, антагонисты тупые, вот. И, да, в принципе, все, что можно сказать про сюжет. Критиковать игру я пока что не могу, потому что я в нее не играл, вот. Ну, она у меня, конечно, на данный момент сейчас есть в Стиме, но пока что я в нее не играл. Может быть, как-нибудь потом сыграю, вот. Но геймплей, как я повторяюсь, очень неплохой. Выглядит, по крайней мере, неплохо. Вот. А сюжет средний. Даже чуть ниже среднего. Вот. Ну, графика, кстати, тоже неплохая. Музыка в тему для игры. Вот. Это вот мое отношение к Lost World. Вот так. В итоге, я могу сказать, что игра лучше Sonic Forces, но не более. Зато в нее весело играть, да и как платформер она хорошо играется. Но если говорить про сюжет, музыку, персонажей, я в какую-нибудь другую игру поиграл бы. Уровни между собой как-то странно связаны, музыка только в редких исключениях радует. На сюжет хочется закрыть глаза, ибо он слишком похож на сюжет из Sonic Colors. Они даже Тейлза, который мог напасть на Соника, добавили. У разработчиков идеи закончились, хотя можно придумать что угодно, но не это. Кстати, у меня теперь 100 подписчиков. Теперь моя следующая цель это 500 подписчиков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. С вами был Наригелбет, всем спасибо и пока.